Здравствуйте, господа. Здоровым быть легко поможет Дуйко. Сегодня у нас, как всегда, по вторникам лекция, посвященная здоровью и работе с собой, с применением лекарственных растений, традиционной и нетрадиционной медицине. Я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы. Также хочу сказать, что в случае, если вам интересно то, о чем я говорю, то вам будет интересно послушать мои дополнительные лекции на моем сайте tibetan-formula.com или aduiko.com. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете на моем сайте tibetan-formula.com в прямом эфире. Начну я вот с чего. У нас вышел чай. Сейчас я попробую найти его. Сейчас. Tibetan формула, чай. Бевитон. И по поводу этого бевитона несколько слов. Я в свое время болел онкологическим заболеванием, и после 11 курсов химиотерапии у меня появились осложнения. Эти осложнения были связаны с тем, что начала появляться тянущая боль в пояснично-крестцовом отделе. Очень долгое время, наверное, года 3 или 4, я совершенно не обращал на это никакого внимания. Будучи человеком терпеливым, я думал, что несвойственные мне заболевания, они меня никогда не коснутся. Ну и когда начались острые боли с правой стороны, в правом подреберье, в пояснице, когда начались ощущения рези при мочеиспускании, то я решил все же обратиться к нефрологу, к урологу, где у меня обозначили и в левой, и в правой почке камни. То есть диагноз поставили мочесолевой диатез и мочекаменная болезнь. При этом врач посоветовал мне использовать хирургическое вмешательство, то есть дробить камни и проводить эти урологические операции, нефрологические. Один раз я согласился, операция прошла успешно. Я могу сказать, что это очень неприятная операция, даже описывать ее не хочу. Она в 2 этапа там проводится. И после чего прошел год или прошло несколько лет, и будучи в очередной раз на обследовании, оказалось, что такие же камни, как перед этим были из меня изъяты, вновь в моем теле находятся. Я хочу сказать, что я веду здоровый образ жизни, не страдаю сахарным диабетом, у меня нет иммунологических заболеваний, иммунных заболеваний, нет иммунного дефицита. И для меня было, также я не являюсь поклонником зелени, я не пью алкоголь, у меня нет вредных привычек, у меня хорошее самочувствие, хороший сон, я не много ем на самом деле, занимаюсь закаливанием, активным спортом и так далее. Для меня встал такой вопрос: да боже ж мой, что ж такое, почему появляются камни в почках и как с этим можно справиться? Ну, о камнях в почках я рассказывал ранее и рассказывал о том, что существует 3 типа камней в почках, почему они возникают и так далее. Но сегодняшняя тема не об этом. Узнав об этом, одна из учениц моей школы посоветовала, или вернее, один раз я сказал об этом в своем вебинаре по эзотерике, сказал, что есть камни в почках, и она посоветовала мне, а также передала мне определенный сбор растений. Он состоял из 2 компонентов: это кактус или цветы кактуса опунции и кошачья мята. Я принимал данный чай на протяжении, наверное, 1,5 месяца. После чего с семьей перед Новым годом поехали на отдых в Трусковец. И там проводились исследования, делали еще раз исследования почек, УЗИ. И оказалось, что почки очищены, и там совершенно ничего нет. Для меня это было удивительным. Также прошли боли в пояснично-крестцовом отделе и так далее. Хочу сказать вам, что меня заинтересовал этот чай.
так как применение данного чая снизило вес мой, то есть было четко понятно, что такие вопросы, как асцит, вздутие, ожирение, заболевания там, пояснично-крестцового отдела, там, копчик болел, почечная недостаточность развивающаяся, слабое мочеиспускание. Все эти вопросы были решены после применения чая Бивитон. Чай с цветами кактуса опунции способствует профилактике солевого диатеза и образованию камней и песка в почках. Очень вкусный, он состоит из котовника кошачьей мяты и сухих цветов кактуса опунции, произрастающей на территории Италии. Я рекомендую его в виде вспомогательного средства, которое может способствовать профилактике солевого диатеза, образованию песка и камней в почках. Также использовать его как основную или дополнительную терапию от цистита, аденома предстательной железы. Также могу сказать, что на 100% он имеет яркое такое свойство миорелаксанта, то есть рекомендую его использовать при расстройствах, стрессах, бессоннице. Имеет пряный, свежемятно-лимонный вкус, продается он в пакетах. И очень легко его использовать, поэтому если у вас появится подобная проблема, не забывайте о том, что у нас есть чай Бивитон и его можно использовать. Итак, ответы на вопрос. Светлана, можно ли принимать йодомарин и можно ли давать йодомарин деткам от 2 лет для профилактики? Если да, то в какой дозировке? И еще можно вопрос. Я сейчас открываю интернет-магазин с товаром для всей семьи. С такими вопросами, на такие вопросы я, к сожалению, ответить вам не смогу. По поводу препарата йодомарин рекомендую прочитать инструкцию, и там в этой инструкции написано, можно ли принимать ребенку или нельзя принимать. Я, к сожалению, не являюсь человеком, который выпустил этот препарат, и не могу брать на себя, к сожалению, не могу брать на себя ответственность за его назначение. Пожалуйста, почитайте инструкцию к препарату. Буду очень вам признателен. Чем можно убрать фиброзы на ногах? Чуть-чуть непонятен ваш вопрос. Фиброзы — это как они проявляются, фиброзы? Может быть варикоз? Ничего не понял. Может интернет мне поможет? Фиброзы на ногах. Фиброзы на ногах. Может такое есть? Нет, фиброзы на ногах. Фиброз легких, фиброз печени. Фиброз легких. Лимфодема может быть. Ладно, ви чуть-чуть понятніше напишіть. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович. Прошу допомоги для моєї 25-річної доньки, у якої близько року тому діагностували генералізовану лімфопатію. А почалось це після ковід та вакцинації. Від нього з болей у кишківнику, а на УЗТ відзначилось збільшення лімфовузлів. У подальшому збільшення лімфовузлів констатували у всьому тілі. Ні гематолог, ні онколог лікування не призначали, тільки спостереження. Є думка, що це реакція організму на вакцинацію. Болі турбують і тепер, але рідше, чим можна допомогти. Може, доречні препарати ТФ? Дякую за відповідь. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Юлия Калитинский. Итак, в случае, если у нее сейчас появляется зуд тела и периодически или ранее появлялся зуд в теле, то есть непреодолимое желание чесаться, то это говорит о том, что проблема имеет свое начало в печени. Второй вариант. Сейчас у нее хронические либо запоры, либо диарея. В случае, если вот такие проблемы, то первопричину будем искать в поджелудочной железе и в тонком и толстом кишечнике. И третье. В случае, если у нее лимфоузлы, скорее всего, в случае, если у нее лимфоузлы увеличиваются,
то это может развивать заболевание лимфогранулематоз, который фактически измеряется в количестве билирубина, холестерина и диагностируется по принципу увеличения лимфоузлов и увеличения самой печени. Если онколог и гематолог исключили данное заболевание, то тогда остается у нас два заболевания. Это на фоне холецистита увеличение лимфоузлов, на фоне заболеваний инфекционных, на фоне снижения иммунитета начали появляться вот такие узлы или лимфоузлы. Итак, чем будем это все лечить? Первое. Поднятие иммунитета или улучшение иммунитета. Существует определенный препарат, которому можно стоя аплодировать. Я его условно считаю препаратом от старения, от всех заболеваний, практически от любого заболевания, которое может болеть человек. Я об этом, не только я, я вчера пытался проанализировать информацию, которая есть в интернете по поводу данного препарата. И могу сказать, что уже на протяжении 20 лет внимание врачей исключительно приковано к препарату, который называется бетулин. Данный препарат бетулин — это пигмент бетулина или пигмент коры белой березы. Это пигмент, который находится в отверстиях коры березы, в пробковом таком веществе. Выделяется он легким путем, это создание экстракта там, на фоне хлороформа или на фоне экстракта спиртового. И из-за того, что бетулин является водонерастворимым, то осаждение его из спирта, допустим, или хлороформа происходит путем введения дополнительной воды. Таким образом происходит выделение или отделение бетулина. Когда я смотрю информацию, которая выложена в интернете в большом количестве по поводу бетулина, то я немножечко, как говорит мой ребенок, офигеваю. С чем это связано? Это связано с тем, что очень часто вам конкретно продают экстракт березы, а не бетулин. Экстракт березы — это просто экстракция, то есть взяли березовую кору, ее сварили. После чего то, что сварили, высушили. И то, что высушили, называется экстракцией. В такой экстракции находится и бетулиновая кислота, и бетулины, а также компоненты, которые находятся в березовой коре. Но это не является бетулином. Бетулин — это действующее вещество, которое производится вот таким путем, как я сказал. Бетулин является водонерастворимым и жиронерастворимым. Бетулин может иметь только спиртовое растворение или в каких-либо растворителях, в эфирах. И вот такой бетулин, его изготавливаю я. Мой бетулин имеет 96,7% действующего вещества. Все остальное — это сапонины, которые находятся неважно. Вот такое действующее вещество. И было или участвовала в ходе исследований данного препарата во всем мире. Более 200 врачей со всего мира, научных сотрудников, каждый год создают свои научные работы, которые доказывают влияние или воздействие бетулина как действующего вещества на организм человека. Первое — это мощнейший иммунный препарат, который помогает избавиться от иммунодефицита. Каким образом это работает? Одна из клеток нашего организма называется интерферон. Интерферон — это фактически и есть иммунитет, или это и есть часть иммунитета. Для того, чтобы выделился интерферон, необходимо, чтобы его продуцировали или формировали клетки лейкоциты.
наши клетки, лейкоциты не продуцируют интерферон, после чего не появляется иммунитет. Что произошло в случае с вашей дочерью? Скорее всего, именно это и произошло, так как очень часто во время появления заболевания COVID происходит активный цитокиновый шторм, который снижает воспроизводство в дальнейшем интерферона. И его уменьшение в дальнейшем может привести к иммунным дефицитам, в том числе к увеличению лимфоцитов, к увеличению билирубина, к увеличению холестерина, общих печеночных и почечных проб. Также может создать условия появления лимфоузлов во всем организме. Именно поэтому начинать необходимо конкретно для вашей дочери с применением данного препарата бетулин по одной таблетке 3 раза в день. Если бетулин влияет на лейкоциты, продуцируя выделение интерферона, то фактически можно сказать, что данный препарат можно использовать в ходе лечения и профилактики заболеваний вирусной природы. Это могут быть герпевирусные заболевания, половой герпес, это могут быть цитомегаловирус, заболевание Эпштейна-Барра или Эпштейна-Барра вирус, дальше вирусный гепатит. Очень зарекомендовало применение препарата в ходе лечения болезни или COVID-19. Далее, при заболевании печени, это заболевание печени, гепатиты, первичный билиарный цирроз, при желтухе механической, при любых заболеваниях печени, в том числе ожирение печени или жировой гепатоз на фоне сахарного диабета 2 типа, при развитии уже вторичного цирроза, механического цирроза, применение при высоком холестерине, при невротических состояниях, при неврозах, как препарат, который имеет общее действие и ярко выраженное иммунологическое действие, я рекомендую использовать препарат бетулин. Мои рекомендации связаны еще и с тем, что в моей практике было большое количество излечений неизлечимого заболевания, которое называется заболевание или синдром Жильбера, который связан с тем, что увеличивается билирубин. И при применении данного заболевания, при применении данного препарата заболевание полностью исчезало, и независимо от того, когда появлялся дебют данного заболевания, со временем такой диагноз был снят. Поэтому я на сегодняшний день могу сказать, что лечение заболевания Жильбера возможно применением препарата бетулин. Как долго необходимо применять? Также есть несколько случаев, когда 5-6-месячное применение бетулина всего лишь по одной таблетке 2 раза в день на протяжении 6 месяцев полностью устранялся диагноз, который называется гепатит С. В дальнейшем, через год и через 1,5 года и через 2 года данного заболевания не было найдено. Опять-таки хочу сказать, что бетулин принимался на протяжении 6 месяцев, но перед этим был проведен цикл лечения. Это цикл лечения гепатологом, это применение интерферонов, ну и так далее. Ну, как бы я туда не хотел бы внедряться. Индивидуальное лечение, скорее всего, для каждого такого пациента по назначению врача. Также хочу сказать, что применение бетулина помогает снизить вес, помогает устранить асцит, это увеличение живота. Были случаи, когда бетулин очень эффективно помогал при заболеваниях зуд тела по невыясненного генеза. То есть несколько случаев было таких. Но я хочу сказать, зуд тела невыясненного генеза может быть дебютом заболевания билиарный цирроз.
Поэтому обращайте на это внимание. Также увеличение лимфоузлов, это может быть тоже дебютом появления заболевания билиарный цирроз или первичный билиарный цирроз. И, скорее всего, он часто очень возникает у женщин, как раз молодого возраста, после перенесенной вирусной инфекции. И обычно сопровождается тем, что у человека появляются узлы, он там немного чешется, или там несколько дней чешется, или там месяцев, а потом у него это все исчезает. Ну и само заболевание появляется спустя там десятилетия и так далее. О нем можно почитать в интернете. Тем не менее, хочу, чтобы данный диагноз все-таки не ставил такой человек, как я, а ставил профессиональный врач, который будет заниматься вашим лечением и так далее. Итак, сегодня хотелось бы еще раз сказать о бетулине. При неврозах, при заболеваниях печени, при заболеваниях почек, при заболеваниях кожи, при заболеваниях неврозов, при заболеваниях, которые связаны с составом крови, а также не стоит забывать, что есть ряд работ, которые утверждают и научно доказывают о том, что применение бетулина в ходе лечения заболеваний онкологии, допустим, карцинома груди, ну и ряда других онкологических заболеваний, применение его к дополнительному курсу лечения химиотерапии помогала усилить воздействие химиотерапии и улучшить общее состояние лечения с положительной динамикой. И хочу сказать, что да, в действительности такие работы существуют, найти их в интернете несложно. Напишите там лечение онкологических заболеваний, бетулин, научная работа, или там лечение гепатитов, научная работа, или лечение там чего-либо, научная работа, и увидите, как в большом количестве предоставлена информация о данном препарате. Сейчас пью бетулин, он без спирта и сахара, продукция высшего качества, рекомендую. Я не верю, пить бетулин невозможно. Объясню почему. Бетулин не может быть водорастворимым. Этот пигмент не растворяется в воде. И тут такой вопрос, если он не спиртовой, то каким образом они его растворили в воде? Поэтому давайте будем, как же он может быть высокого качества, если я вам уже сказал, что растворить пигмент бетулин в воде невозможно. Введите в Википедии бетулин и почитайте его свойства. Там написано вода нерастворимый. Теперь скажите, как вы его можете пить водорастворимый, если он в воде не растворяется? Еще и высшего качества. Ну а если, допустим, можно ли его как-то растворить в воде? Смотрите, можно его растворить в спирту и потом добавить, допустим, до 10% его в водный раствор или в масляный раствор. Но это будет, допустим, на 1 литр будет там, 100 миллиграмм. А его необходимо принимать для его эффективного действия минимум 0,1 микрограмма в день. Это минимальное количество действующего вещества. Именно такое количество действующего вещества 0,140, по-моему, микрограмм в одной капсуле или в одной таблетке действующего вещества находится, 96,6% находится в каждой таблетке, которую вы будете потреблять в моем препарате, который называется бетулин. Наталья Круть. Здравствуйте, Андрей Андреевич, добра вам. Скажите, пожалуйста, понижение сатурации, да? Сатурация, это связано с сердцем или с легкими? Снижение сатурации всегда связано с легкими, это всегда связано. Что необходимо делать? Первое, что необходимо сделать, это провести диагностику цитокинов. В случае, если цитокины очень высокие, то срочно необходимо принимать меры, чтобы не было цитокиновой вот такого повышения цитокинов. Потому что это, скорее всего, дебют появления заболевания ковид и его еще и сложная форма. Поэтому обязательно исследование крови, обязательно исследование цитокинов, и чтобы не появился цитокиновый шторм. Это очень опасно. Сразу же начинать необходимо с антибиотиков, с интерферонов и так далее. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Фиброзы при лимфодеме, лимфостазе у меня тоже есть. Аналогично рекомендую применять препарат бетулин, также кровеочищающий препарат гемортан
и препарат для лимфатической системы Лимфонорм. Любые узлы, если появляются, там щитовидной железы, в паховой области или еще где-то, рекомендую данный препарат. Очень много есть вопросов. Вот я сегодня смотрел на вопросы, которые вы пишете в комментариях в моем канале YouTube, еще одном, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». И там есть вот такие некоторые повторяющиеся вопросы. Один из них звучит так: Андрей Андреевич, не могу справиться с диареей, она у меня хроническая. После каждого приема пищи у меня начинается диарея, с чем это связано и так далее. Я хочу сказать вам, что диарея может быть связана с гипертоническим заболеванием сердца. Так у людей, у которых есть склонность к гипертонии или давление повышенное, прием пищи может сразу же вызывать диарею. Именно поэтому в случае, если вы кушаете, у вас часто диарея, поставьте тире и начните тонометром измерять ваше артериальное давление. Возможно, пришло время начинать лечить сердце и справляться с данным заболеванием. Второе. Диарея может быть, как правило, связана с тем, что очень высокая кислотность толстой кишки. И для того, чтобы высокую кислотность толстой кишки снизить, я рекомендую использовать соду. 1 чайная ложка соды на стакан теплой воды утром и вечером. Рекомендую использовать при неспецифическом язвенном колите, при диарее и при запоре в том числе. Также необходимо снизить употребление алкоголя, глюкозы и во второй половине дня жирной пищи. В первой половине дня можно, во второй половине дня нельзя. Любые горечи защелачивают организм, уменьшают появление узлов в теле и появление камней. Именно поэтому я очень часто рекомендую использовать мою настойку спиртовую, которая называется горечи Амарум Дуйко, в которых находится, по-моему, 11 горьких трав, среди которых есть 3 сорта полыни. Это степная полынь, это, как она там называется, неважно, ментольная, по-моему. Зверобой там находится. Поэтому, Наталья Круть, это у вас в вашем случае связано с легкими. Сейчас в Украине вышел новый закон, и этот новый закон, он запрещает или в дальнейшем будет запрещать продажу антибиотиков людям. И люди вынуждены будут покупать только по назначению врача. И здесь есть большой нюанс. Этот большой нюанс заключается в том, что люди не могут прийти в коммерческую поликлинику, потому что у многих нет денег. И второе, эти люди не могут прийти по месту жительства к своему лечащему врачу или семейному врачу, так как уезжают в другое место. И появляется вот такая задача, которая на сегодняшний день, наверное, не очень легко разрешима. Это невозможность приобретения самостоятельно антибиотиков для собственного лечения. Конечно же, в этом выживающем мире, в котором мы живем, многие уже настолько стали врачами, что если взять человека старше 45 лет, которому 50 или 60 или 70 лет, то этот человек может, как любой фармацевт, объяснить, какие антибиотики, с какой целью необходимо применять, а также расскажет свои наработки в области фармакологии и медицины по применению там, гидрокортизона или там, каких-либо спреев и так далее. Или мази и так далее. Таким образом, можно сказать, что, конечно же, не очень хороший закон. Ну, знаете, власть имущим виднее, мы, маленькие люди, нам придется просто это проглотить. Тем не менее, хотел бы сказать, что на сегодняшний день лечиться можно не только антибиотиками, существует целый ряд пробиотиков. Что такое пробиотики? Пробиотики — это антибиотики, которые могут выделяться, собственно, самостоятельно и нашим организмом. Таким пробиотиком, который наш организм самостоятельно выделяет, является лизоцим. Это слюни или фермент, который выделяется или продуцируется слюнной железой нашей.
Очень часто с возрастом количество лизоцима уменьшается, а также во время заболеваний или активных заболеваний такой лизоцим он перестает быть эффективным, потому что его количество маленькое. Я очень рекомендую, хотя можно сказать, что самое лучшее лечение там, носоглотки, горла, при ангине, это, конечно же, не пенициллин, это, конечно же, не уколы цефтриаксона, ну и, конечно же, не аугментин и так далее. А что же это? Это самый простой лизоцим. Самый простой лизоцим, я рекомендую использовать мой лизоцим. Он у меня продается и в спрее назальном, который можно использовать и для ротовой полости. И можно его использовать, есть еще в таблетках сладких, таблетки для рассмоктывания или для рассасывания, имеющие сладкий вкус и ментольный вкус. Его очень любят дети. Кстати, могу сказать, что мои дети на протяжении года практически не болели заболеваниями ангина, потому что когда ходят в садик или в школу, или когда начинаются первые признаки недуга, мы начинаем применять наши сладкие таблетки Лизам с высоким содержанием до 85% лизоцима, действующего вещества. Также есть таблетки в нашей компании и есть капли лизоцим. Я рекомендую все же остановиться на каплях. Когда необходимо выбирать капли лизоцим и когда необходимо выбирать таблетки. Капли необходимо выбирать в случае, если есть заболевание носоглотки, горла, в случае, если есть заболевание пищевода. Таблетки я рекомендую при отравлениях, при кишечных вирусах, недомоганиях. При вирусах верхней части тела я рекомендую с осложнениями там, легочными, носоглотки, рекомендую использовать в виде капель, а кишечные энтероколиты, вирусы кишечные, там, стрептококк вирус или какие-либо там амебиоз, рекомендую использовать в виде таблеток. Можно и то одновременно. Рекомендую использовать данные препараты, так как это является естественными препаратами, экологически подходящими для нашего организма. Супер. Я почему-то вспомнил сегодня слова Антона Павловича Чехова, который в свое время говорил о том, что его сестру Наташу в Ялте лечат от туберкулеза яичным белком и яичным желтком, гоголем-моголем. Что это такое и возможно ли человеку помочь, используя яичный белок? Да, совершенно верно. Яичный белок содержит в себе огромное количество лизоцима. Именно поэтому употребление яичного белка как профилактика заболеваний носоглотки или горла, вирусного заболевания, какого-либо острой респираторной инфекции или заболевания, можно использовать вот такой вот свежий яичный белок. Чем интересен желток? В желтке находится лецитин, а также находятся стволовые клетки и находятся трансфер-факторы. То есть это грубо иммунные клетки Т-иммунитета. И такой желток, он воздействует на иммунитет. В случае, если использовать белок, он будет убивать болезнетворные там, микробы, а восполнять наш иммунитет сможет желток. Именно поэтому употребление и желтка, и белка очень полезно. Кстати, при ожогах использование желтка очень помогает избавиться от таких в дальнейшем осложнений от ожогов. В случае, если у человека есть после ожога фиброз, нагниение, то используйте лизоцим. Используйте вернее белок, потому что белок сырого куриного яйца, он способен убирать синегнойную палочку и вот при такой обработке иметь очень такой ярко выраженный эффект помощи. Подскажите, пожалуйста, девочке 8,5 лет, очень активная и очень обидчивая и плаксюша. Если ребенок плаксивый, это говорит о том, что ребенку не хватает магния. Магний является естественным миорелаксантом. В случае, если появляется у ребенка судорожная активность, то это проявляется в виде плаксивости, тремора рук, ночным вставанием частым. Это может проявляться в виде судорог,
которые могут быть связаны с тем, что ребенок может говорить: колено болит, там где-то мышца в ноге болит, шея болит. То есть ребенок жалуется периодически на определенные появляющиеся у него непонятного генеза боли в мышечной ткани. И ребенок может быть при этом плаксивым. Это все нехватка магния. Магний необходим ребенку. Я рекомендую использовать мой препарат или препарат моей или любой другой компании, который называется в моем случае или в моей компании Magnum Cit 300. В нашей компании разработаны, мы продаем препарат с ярким сладким вкусом, с добавлением лимона и апельсинового вкуса, что очень нравится детям. Применение препарата для детей: 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Они, кстати, с удовольствием его пьют, он вкусный для них. Для взрослого 1 столовая ложка на стакан воды тоже 2 раза в день. Постоянно хочет сладкого или мучного, часто мокрые ручки. Это все недостаточность магния. Чтобы ребенок не хотел сладкого и мучного, что и почему он хочет, накапливается во время ожирения инсулин подкожно, который заставляет организм переключиться на употребление глюкозы, ведь инсулин необходимо как-то расходовать. Именно поэтому дети, страдающие ожирением, меняют предпочтение в пище в сторону сладкого. Что необходимо делать? Самое печальное сейчас скажу: отказаться от сладкого, полностью максимально запрещать употребление мучного и сладкого. Также белый налет на языке говорит о повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта, говорит о развивающемся сахарном диабете 2 типа, неприятный запах пота. Все это связано с формированием заболевания сахарный диабет 2 типа у ребенка. Чем нужно помогать? Приобретите препарат, который называется глюконорм. И пусть ребенок принимает по 1 таблетке 2 раза в день. Также ограничивайте ребенка от употребления сладкого. Хорошо было бы еще использовать спрей для рта, который называется гликоцитрохромин, который снижает инсулин подкожно, а также лиолитик, это препарат от ожирения, который называется у нас жир-стресс. По 1 таблетке 1 раз в день. Но это все возможно только в случае, если вы будете ограничивать ребенка в употреблении сладкой пищи. Какую сладкую пищу можно принимать ребенку, который страдает вот такими заболеваниями? Есть ряд таких сладостей, которые можно давать такому ребенку. Первое — это финики, второе — это курага, изюм. Не сладкий изюм. Далее есть чаи. Вот мы в компании разработали чай, который называется хунза. И второй чай называется вероникс. Это чаи, которые сделаны из кислых ягод, и они снижают ожирение, снижают или устраняют сахарный диабет 2 типа, улучшают общее состояние. Также не стоит забывать, что в случае, если курс йодовой горки даете ребенку, то необходимо увеличить количество употребления витамина D3. Поэтому, если курс йодовой горки, то обязательно еще и витамин D3. После ковида нету иммунитета. Не могу даже помыть руки в холодной воде. Сразу заболеваю. Сегодня я вам дал совет, как улучшить иммунитет. В случае, если иммунитет снижается, принимайте препарат бетулин. И второе, есть в нашей компании ряд препаратов, разработанных мной, которые могут повысить иммунитет. Ну и, конечно, лидер этого всего — это стволовые клетки, препарат Эмбрио Плюс, который создан из стволовых клеток куриного невылупившегося эмбриона. Потрясающий препарат, рекомендую его как профилактический препарат при заболеваниях сахарный диабет 1 типа. Второй препарат Инстамакс. В случае, если принимать Эмбрио Плюс и Инстамакс совместно, то этот препарат сможет заметно улучшить ваше самочувствие при ревматоидном артрите, при ревматизме, при заболеваниях иммунного дефицита, о котором вы говорите. Вот 3 препарата: бетулин, Инстамакс и какой я там сказал, и Эмбрио Плюс. Бетулин, Инстамакс и Эмбрио Плюс. Пожалуйста.
Очень много людей болеют заболеваниями кишечными. Это целый ряд заболеваний, это гастроэнтероколит, это энтериальные заболевания, там, ну, их очень много. Болезнь Крона, там функциональная диарея, там очень много, язвенный колит, язвенное заболевание и так далее. Этих заболеваний очень много. Гастрит, гастроэнтероколит, энтериальный там, рефлюкс. И этих заболеваний их очень много. Я вот хочу вам дать такой вот очень интересный народный способ. Он потрясающий по своей эффективности и в свое время, благодаря моей маме, помог мне в раннем возрасте. Она меня вылечила с моей родной теткой Майей. И помогли вылечить язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки и язву желудка. Это все появилось по непонятным причинам, видимо, было связано с неврозами или там, с общим складом характера, холерическим, невротическим. Я был худой, кучерявый и очень нервный. И, скорее всего, это спровоцировало появление данных заболеваний. Курсы лечения тогда не дали каких-то особых результатов. Как правило, это частое явление, которое возникает у людей, которые пробуют лечить заболевания желудка. Ну и почему-то вспомнилось мне, как они меня лечили. Почему я это вспомнил? Когда-то я давал такой совет еще где-то в 2009-2010 году в интернете. Там было мое вот это эссе, где я рассказывал о том, что можно приготовить определенный раствор, которым можно помочь себе избавиться от всех заболеваний желудочно-кишечного тракта. И недавно, когда я занимался оптимизацией своих видео на своем канале YouTube, я нашел это видео нечаянно и удивился огромному количеству хороших отзывов под данным видео. Много людей написало мне о том, что да, они использовали и при простудах, и при заболеваниях желудка, и при плохом запахе изо рта, и при заболеваниях гепатита, и при отравлении, и от алкоголизма, и там куча, и при неврозах, и от бессонницы, и при диарее, и при там неспецифическом язвенном колите, и при заболевании Крона. И везде были одни и те же хорошие результаты. Хочу вам дать сегодня такой вот рецепт. Он очень несложный. Необходимо взять 100 грамм овсяной крупы в виде пластивцев, как это сказать, хлопьев. Возьмите не сладкие, не соленые, там геркулес, да? Возьмите его 100 грамм на 1 литр воды и варите 1, 2 или 3 часа до того момента, пока эти хлопья полностью не растворятся в данной воде. После чего слейте в банку 3-литровую, поставьте в холодильник. И его не нужно пить теплым. Каждый день выпивайте четверть стакана или полстакана. Можно 1 раз или 2 раза в день. Если вы заболели гриппом, заболели простудным заболеванием, у вас болит желудок после еды, болит желудок на протяжении дня, вы не можете спать, у вас бесконечные диареи или у вас ожирение, принимайте вот такой, я не знаю, узвар можно его назвать. Получится такой кисель, он обычно без вкуса и без запаха. Можно добавить небольшое количество, ну желательно не добавлять, но можно добавить какую-нибудь специю, там можно карри или куркуму. Но я рекомендую без специй. Ни в коем случае не добавляйте чеснок и лук, и сахар не добавляйте, и мед. Оно с медом и солью еще хуже, чем без соли и без меда. Такой получается энтеросорбент своего рода. Выпивая его, ощущение такое, как будто сразу же теряется аппетит, не хочется есть. Но через 2-3 дня после применения данного препарата, если можно его так назвать, появляется общая слабость, усталость, сонливость. Это говорит о том, что происходит снятие невротического состояния. То есть невроз любой, он приводит к тому, что у человека появляется мышечное напряжение. Применение данного препарата, в нем находится огромное количество калия и магния.
И применение данного такого узвара может помочь вам эффективно восполнить дефицит и калия, и магния в своем организме, что профилактически будет уникальным для восстановления нервной системы, мышечной системы, опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, ну, в общем-то, фактически от всех заболеваний. Также я рекомендую при вирусных заболеваниях, действительно очень помогает. Я не один раз в своей жизни пробовал это. Могу сказать, что действительно рецепт толковый, хороший. Можете рекомендовать своим знакомым, друзьям и близким. Пусть пьют и выздоравливают. Нина Нета. Здравствуйте, моему внуку 18 лет. При сдаче развернутого анализа в Синева получили результаты: лейкоциты 9,97, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, эритроциты, гемоглобин в эритроците, средняя концентрация 43, нейтрофилы 42, нейтрофилы лимфоциты АБЦ, моноциты 0,95. Окей. Лейкоцитарная формула, ручной подсчет, промиелоциты, метамиелоциты, нейтрофил 1, эозинофилы 1, базофилы глюкоза 5,11. Так. Вот эти показатели, которые есть у ребенка, показывают, не хватает еще нескольких показателей, потому что вот такие показатели крови очень напоминают аутоиммунный тиреоидит. То есть необходимо проверить его щитовидную железу, потому что очень похоже на то, что есть проблемы как раз щитовидной железы. Используйте для лечения, вернее, еще раз пройдите, сдайте анализ АТТПО, Т4, Т3, ТТГ. И в случае, если есть такие результаты, отправьте нашим операторам, они отправят мне, и я вам смогу помочь. Еще раз, при лимфопатии и увеличении лимфоузлов я рекомендую бетулин, рекомендую гемортан, рекомендую Инстамакс и рекомендую Эмбрио Плюс. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у старшего сына Антона трясутся пальцы рук. Что пропить по ТФ и с чем это связано? Пальцы рук обычно это увеличение печени. Это может связано быть с неврозом, увеличением печени, там, жировым гепатозом на фоне сахарного диабета второго типа. А также это может быть там вегетосудистая дистония и так далее. С чего необходимо начинать? Рекомендую с двух препаратов. Это препарат Гепофит или препарат Гепакс, вернее. Препарат Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. И препарат Бетулин 1 таблетка 2 раза в день. И первое и второе в комплексе широко повлияет и на печень, и на сосуды, и улучшит даже настроение. Очень рекомендую. Может ли лимфостаз быть магическим влиянием? Если да, в моем случае, как можно на себе помочь? Нет, лимфостаз не может быть магическим влиянием. Лимфостаз может быть психосоматическим. Это связано с тем, что человек не хочет стремиться к чему-либо, удовлетворен полностью тем, что имеется. У Луизы Хей можно прочитать. Добрый день, Наталья Октябрьская. Здравствуйте, Наташа. Как там ваши легкие? Беспокоит боли вверху живота, над пупком, отрыжка, боль отдает вправо, запоры. Что посоветуете попить и как долго можно принимать Демилон и Панкрисорб? Демилон и Панкрисорб можно принимать
от даже и больше 6 месяцев. То есть можно год принимать смело. По поводу болей вверху живота над пупком. Любые боли, которые находятся за пупком в верхней части, в левую или в правую сторону, связаны всегда с гастритом. То есть это связано всегда с тем, что увеличивается секреция желудочно-кишечного аппарата. То есть это появляется кислота. Ее выделяет поджелудочная железа в желудок. В дальнейшем она попадает в двенадцатиперстную кишку, в тонкую кишку, в толстую кишку и так далее. И чем это необходимо убирать? И в дальнейшем еще и заставляет появляться запоры. Чем убирается это все? Первое. Необходимо, чтобы кислотность снижалась. Самый простой способ снизить кислотность — это начать принимать просто соду. 1 чайная ложка на стакан теплой воды утром и вечером. Это уберет запоры и уберет диарею, которая вызывается вот такой высокой кислотностью. Также принимать препараты. Первое. Изменить рацион питания, в котором не должно быть специй, и уменьшить количество употребления соли. А также не есть орехи, арахис. Все остальное можно. Никакого алкоголя, это однозначно, потому что алкоголь повышает кислотность. Если высокая кислотность, то в дальнейшем развивается заболевание сосудов и сердца. Это тоже констатация факта. Чеснок, перец, острые специи необходимо полностью убрать. Начинайте пить соду. Из моих препаратов, вот сегодня я рассказал об овсянке, этому взваре, начните его тоже пить. Также в случае, если есть запоры, необходимо знать, что скорее всего это может быть вызвано дисфункцией желчного пузыря и недостаточностью выделения желчи в желудок, потому что это должно, вернее в двенадцатиперстную кишку, потому что это должно происходить так, как происходит ощелачивание пищи. Чем необходимо активировать ощелачивание чем необходимо активировать выделение из желчного пузыря желчи, это, конечно же, горечи. Это горечи дуйко, это препарат Амарум дуйко, 1 чайная ложка на стакан воды или 1 столовая ложка на стакан воды, по 1 стакану, ну хотя бы 2 раза в день. Если запоры, да, если диарея, не нужно. Если запоры, да, если диарея, не нужно. Вообще горечи, они для человека очень важны. Горечи помогают человеку справиться с неврозами, бессонницей, стрессами, появлением мочекаменного заболевания. О горечах писал даже в свое время Эльбу. И Гиппократ писал о горечах, и Авиценна писал, и кто только не писал, даже Пирогов и Виноградов. И применение горечи в свое время было очень распространено, и в медицине назначалось в виде настойки полыни. Такая настойка полыни, она была красного цвета, ранее продавалась у нас в наших аптеках по всему Советскому Союзу. Потом сняли с продажи в Советском Союзе, и это сняли, потому что было проведено исследование, в котором было описано, что полынь является ядовитым растением. Не стоит забывать, что скорее всего слово полынь было просто дискредитировано, потому что к полыни относятся 90 видов растений, среди которых 20 видов растений полыни являются ядовитыми и стимулирующими аллергию. Допустим, амброзия является тоже полынью. Именно поэтому кто-то, видимо, написал исследование и сказал, что полынь, подразумевая какую-то отдельно, не стоит принимать, потому что есть ряд факторов, при которых она может быть вредной, ядовитой и так далее. Я могу сказать, что применение настойки полыни в виде вот таких горечей, а там есть горечи горячавка, зверобой, полынь, еще там 11, по-моему, горечи, всех вместе 16. То есть не 11, а 14. Вот эти 16 горечей, они будут стимулировать желчный пузырь, продуцировать печенью желчь и отдавать ее через желчные протоки в двенадцатиперстную кишку. Калю магнезию и пироцетам
уже 5 дней. Голова как будто надута насосом. Сегодня даже немного немели руки и лицо. Смотрите, пироцетам очень активно увеличивает активность кровоснабжения мозговой деятельности. И есть побочный эффект применения пироцетама. В случае, если у вас очень тонкие сосуды, коронарные сосуды мозга, то пироцетам может вызвать у вас инсульт или привести к инсульту. А ваше ощущение, будто голова надута, говорит о повышенном внутричерепном давлении. Что вам необходимо сделать? Первое, однозначно отменить данный препарат. Скорее всего, он вам не подходит. Второе, необходимо измерить давление и посмотреть, нет ли у вас повышенного давления, так как сегодня дождь, меняется температура окружающей среды, и это может спровоцировать увеличение артериального давления. Именно поэтому не стоит этого делать. А магнезию, если хотите колоть, ну колите. Магнезия является миорелаксантом, а пироцетам является веществом, которое усиливает кровоснабжение, мозговое кровоснабжение. Поэтому в случае, если у вас есть проблемы с сосудами, то есть вероятность появления тяжелых заболеваний кровеносной системы. Татьяна Щеглова. Подскажите, можно ли полечиться ТФ? Перенесла операцию по удалению саркомы. Удалили все. И часть мочевого пузыря. Прошла я курс химии. Появился рецидив на месте операции. Гидронефроз. Есть. По большому только с магнезией сульфат. Понял. Отекает левая нога. Ни один уретр. Поставил стенд G. На второй не удалось. Понятно. Если возможно, то какими препаратами ТФ можно все исправить? Вам необходим препарат Асцитнорм. Асцитнорм. По одной таблетке 3 раза в день. Второй препарат Франгул. По 2 таблетки 2 раза в день. Третий препарат Бетулин. По 2 таблетки 3 раза в день. Принимать необходимо хотя бы 1,5-2 месяца. Также в конце этой недели уже появится препарат бетулиновая кислота. Для того, чтобы в дальнейшем саркома и ее метастазы не могли развиться в вашем теле, я рекомендую использовать препарат бетулинооксид или бетулиновая кислота по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 1-2 месяцев, что полностью в дальнейшем сделает невозможным развитие любого онкологического заболевания. Вот рекомендую. Огромное спасибо за ваш труд, за ваши знания. Всех обнимаю, желаю удачи. Спасибо. Очень рада, случилось знакомство со школой Кайлас и теорией. Спасибо. Я хочу сделать для вас бесплатный сюрприз. Это старое объявление. Это я так писал. Еще раз несколько слов о чае Бевитон, который можно приобрести на моем сайте. Цветы кактуса опунции используются с древних времен индейцами и племенами Центральной Америки за их многочисленные полезные свойства, как лечебное средство и в пищу. Цветы кактуса богаты аминокислотами, витаминами А, В, В3, С, микроэлементами. При этом обработке они не теряют свои целебные свойства. В настоящее время проведены исследования свойств растений. Установлено, что курсовое употребление средств опунции препятствует образованию камней в почках, помогает при воспалении мочеполовой системы, удаляет закупорку в мочевых протоках, снимает боли при мочеиспускании, укрепляет мышцы мочевого пузыря в пожилом возрасте. Может использоваться при цистите, аденоме простаты. Цветы кактуса используются в чайных лекарственных сборах, могут применяться в лечении сахарного диабета, 2 типа, гастрита, болезни печени, ожирения, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка.
Также цветы опунции являются регулирование уровня сахара в крови, способствует выработке инсулина в организме при сахарном диабете первого типа. Рекомендую принимать продукты с содержанием цветов опунции при сахарном диабете. Их в составе находятся калий и кальций, помогающие работе поджелудочной железы. Стимулирует обмен веществ. Котовник или котовник, кошачья мята, передает целебному чаю мятно-имбирный аромат, имеет разноплановое воздействие, помогает при простудных заболеваниях головных болей, лучше, чем любое другое при мигрени, улучшает сон, взаимодействует успокаивающе, при депрессии, отхаркивающе, нервных расстройствах. Котовник используют при расстройствах пищеварения, атонии кишечника, гастрите, действует как противовоспалительное. Чай с опунцией АТФ, это вкусно и полезно. Препарат называется, на русском пишем чай, на английском Бевитон. Не могу есть овощи и фрукты, от всего дует живот. Что делать? Не стоит забывать, что фрукты любые это имеют в составе своем кислоту. Как правило, это аскорбиновая кислота. И фрукты, и фрукты, и ягоды это все кислое. И когда вы употребляете все кислое, при гастрите может вызывать, при язвенном гастрите, при обычном гастрите, при гастрододените, ну обычно при гастрите, это может провоцировать у вас вздутие. Всегда, даже к врачу не ходи. Что необходимо? Овощи. Если вы овощи принимаете, то в овощи нельзя добавлять яичные, майонез, допустим. Нельзя добавлять томатную пасту, потому что это все приводит к появлению кислоты. Чеснок нельзя добавлять, специи. Это все приводит к повышению кислотности желудка. Именно, а что делать? Ну, первое, что необходимо делать, это знать, что кислотность желудка это основное ваше заболевание. И принимать препараты, которые будут снижать кислотность. Чем снижает наш организм кислотность? Он снижает выделением желчи. И в случае, если она не снижается, то желчь не выделяется. Чем можно выделять желчь и продуцирует желчный пузырь? Значит, есть проблемы с желчным пузырем, с формированием печенью желчи. И это говорит о том, что необходимо пропить горечи какие-либо или горькие растения, а также уменьшить количество употребления глюкозы, потому что она тоже замедляет выделение желчи и перерождает печень. То есть появляется жировой гепатоз печени, что уменьшает количество выделяемой желчи. Ну и пейте кофе с утра, это продуцирует выделение желчи, также ощелачивает, как ни странно. Ну и если едите фрукты или едите ягоды, то обязательно не забывайте о соде. В моей компании есть препараты для снижения кислотности. Это препарат называется «Здоровый желудок», «Гастронорм», по одной таблетке 2 раза в день. Принимайте вот такой кисель, о котором я сегодня говорил, который называется узвар из хлопьев овсяной крупы. Не забывайте о шроте льна, как его приготовить. Вы его можете приобрести прямо на моем сайте tibetan-formula.com. Шрот льна заваривается 1 столовая ложка на стакан горячей воды или кипятка, настаивается пока не остынет, чайной ложкой съедается на протяжении дня. Это очень ощелачивает желудок, очень ощелачивает толстую кишку, что приводит к уменьшению появления диареи и болей в желудочно-кишечном тракте, и запоры исчезают и так далее. Я считаю, что лен и вот такую овсяные хлопья можно поставить на первое место. Ну и конечно же, принимайте какие-либо сорбенты. В нашей компании там самые простые сорбенты это антитокс, это сорбент каолин, сорбент аэросила или сорбент кремния. Принимайте такой вот препарат. При любых язвах желудка, вообще при заболеваниях желудка рекомендую принимать глиняную воду. Можно найти мой семинар, где я рассказываю о применении в традиционной и нетрадиционной медицине, особенно на территории Украины, Черновецкой области, Ивано-Франковской. Применение глины в виде воды при лечении ожирения, сахарного диабета 1-2 типа, гастрита, язвенного колита, каких-либо других заболеваний, язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки.
гастрита простого и применение вот такой глиняной воды при сахарном диабете второго типа. Каким образом необходимо ее принимать? Как сорбент. 1 столовая ложка препарата каолин, это очищенная белая глина, на 1 литр воды. На протяжении дня по чуть-чуть принимать такую воду. Если принимать такую воду каждый день по 1 литру, то через месяц вы заметно уменьшите свой вес, будете приятно удивлены общему состоянию. В случае, если применение такой смеси или вот такой воды глиняной приводит к тому, что вас начинает вздувать, ничего страшного в этом нет. Добавьте препарат для лечения панкреатита, панкресорб. Почему начинается вздутие? Дело в том, что вздутие начинается, потому что начинает за счет такой воды выделяться инсулин подкожно, что уменьшает ожирение, но вот к такому неудобному результату приводит. Большое спасибо оператору Дарье Синозадской. Она очень помогает сегодня работать в моем онлайн-чате. Хочу сказать, что сегодня идет еще трансляция в ТикТоке. Поставьте свои плюсики в ТикТоке и напишите ваше место расположения, где вы находитесь. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Сегодняшний вебинар получился интересным. Я ответил на ваши вопросы. Условно можно сказать, что вебинар был посвящен проблемам желудочно-кишечного тракта, проблемам печени. Я говорил о чае Бевитон, в котором находится опунция, это цветы кактуса, и кошачья мята, которые способны растворять камни в почках, а также об уникальности применения препарата Бетулин, о его широком спектре влияния. Также о препарате Instamax и препарате Embryo Plus. Мой сайт tibetan-formula.com и aduiko.com. Тибетская формула. Также огромное количество информации вы можете найти на моей YouTube странице, которая называется Тибетская формула «Спасительные рецепты», и на моем TikTok, в моей TikTok странице TFD Укрбад, где вы сможете увидеть огромное количество нарезок, которые посвящены здоровью. Еще раз большое спасибо. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Всем мирного неба.